Ну, вы рассказали уже про историю да. Самолета, да. Всем привет! И сегодня я буду строить мой долгострой. Эту модель я собирала почти 2 года. И самое интересное, что прототип этой модели, именно ту машину, с которой снимали мерки для изготовления этого набора, я посетила и даже посидела внутри этой кабины. Так что давайте смотреть, как я собираю эту модель и почему я ее так долго строила. Пока просто рукой его подвинуть, так удобнее будет. Вот так, да. И на себя. Вот она. Комса, да, вот. Ну, годы берут свое. Просто коленом, да. Не переноси ногу, не переноси. Ага. Вот. Прямо на сиденье, да. И теперь садись. Ноги на педали. Угу. Ну, как комфортно? Страшно, мягко говоря, да. Я не представляю. Так, можно еще сверху немножко подсвета дать. Так, сейчас. Педали двигаются. Можно, да, на них? Да, можно ноги на педали. Правая рука на ручке управления. Левая рука на рычаге управления двигателя. Желтый слева. Правая на ручке управления. Вот она, да. Вот так, собственно, и пилотировался самолет. Кажется, несложно. Да, обзор очень маленький, мне кажется. Ну, просто немножко высоко сидишь, чуть-чуть. Потому что, ну, к сожалению, у нас сейчас запасного парашюта нет, чтобы посадить тебя на парашют штатно. Если он вид как из из стекла, да. Что вообще видно-то? Да, почти ничего не видно. Это сборная модель от звезды в 48-м масштабе. И тут очень красивый бокс-арт. Изображает бой над морем между советским и немецким самолетом. А также есть небольшой крейсер. А купить все необходимое для работы над моделями самолетов и сами модели самолетов можно в магазине «Модельная лавка». Например, я там купила маски для окраски фонаря Яка и объемные декали для интерьера кабины. А применяя этот промокод для своего первого заказа, вы, во-первых, экономите 500 рублей, а во-вторых, поддерживаете мой канал. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. А на обратной стороне собранный самолет. Также очень примечательно, что указано количество деталей, почти 200. Также небольшая историческая справка. И очень интересно, что этот самолет времен Второй мировой войны изготавливается по лицензии ОКБ имени Яковлева. Странно, что такой древний самолет до сих пор требует лицензию. И также есть шилдик музея техники Вадима Задорожного, так как эта модель была создана в сотрудничестве с этим музеем. И сегодня я нахожусь в музее Вадима Задорожного, и благодаря его сотруднику Евгению Лебедеву вы узнаете историю этого самолета, а также его уникальные технические особенности. И первый вопрос относительно фирмы модели «Звезда». Как она работала с данным экспонатом? Ну, достаточно интересный опыт работы, потому что к нам пришло официальное письмо от компании «Звезда» с просьбой помочь в создании модели самолета Як-9, который у нас хранится в разных масштабах, и допустить к нему конструкторов и историков, которые консультируют компанию «Звезда». Наш собственник выдал, естественно, добро на это, и в течение порядка 3 месяцев шли работы по замерам, как 3D-сканированию, так и обычному линейкой и рулеткой, обмеры отдельных деталей, обмеры конкретных узлов, выявление спорных моментов. Например, было очень интересно, что практически ни один на сегодняшний момент имеющийся чертеж вот с этим конкретным самолетом не совпал. Давайте я немножко скажу историческую справку про эту машину. Перед вами, ну, за мной находится Як-9, номер 01-153-17. Это 17-й выпущенный экземпляр из 16 тысяч построенных Як-9. Выпущен он осенью 1942 года в Новосибирске на заводе имени Чкалова. Машина предназначалась для героя Советского Союза Ивана Ивановича Клещева, но он не успел получить эту машину, погиб в авиакатастрофе в декабре 1942 года. Машина осталась в ОКБ Яковлева, где ее доводили специально для него по просьбе Василия Сталина. И в дальнейшем проходила программу испытаний в ОКБ и осталась там после войны
и стала одним из первых экспонатов музея ОКБ Яковлева, который находится у нас на хранении в нашем музее. Ну а больше контента обо мне вне моделизма и техники есть на моей страничке на Бусти. А также я хочу выразить большую благодарность тем моим спонсорам, которые есть на YouTube, а также в ВК Донат и на Бусти. Благодаря вам я выпускаю видео регулярно. Спасибо вам, что поддерживаете мое творчество. Схема сборки. Она также имеет историческую справку. И также нам предлагают два варианта сборки. Либо открытый двигатель, либо закрытый двигатель. И также открытое или закрытое шасси. Итак, открываем, и тут начинается классическая инструкция. На первом листе указаны детали, как они располагаются на рамках и соответствующие индексы, и номера деталей. И также то же самое есть на самих деталях. Я решила начать сборку с нижней части фюзеляжа. И для этого мне понадобятся детали Е1, также маленькие детали А58, А57. Детали Е1 находятся на вот этой рамочке. Она имеет обозначение буква Е. Вот. И, соответственно, деталь 1, она тут одна, на этой рамочке. И освобождаем ее от рамки с помощью бокорезов. Очень аккуратно, стараясь не повредить основную деталь. Лучше отрезать чуть больше, точнее, с небольшим запасом, чем впритык. И теперь зачищаем. Сначала кусачками убираем лишние заусенцы. Хочу сказать, что эта деталь отлита очень интересно и качественно. Тут видна вся обшивка и даже маленькие клепочки. Помимо фирмы «Звезда», есть еще другие модельные фирмы, которые сотрудничают с музеем, и как также с ними происходило взаимодействие? Несколько лет назад мы сотрудничали с компанией Tamiya, и порядка более уже 10 лет назад с нами сотрудничала компания ICM. Ну, каждый случай индивидуален, потому что каждой фирме нужно что-то свое, какой-то свой экспонат, своя концепция, как они это видят в сотрудничестве. Поэтому каждый случай сугубо индивидуален. А как ваш музей сотрудничает, например, не сотрудничает, как ваш музей участвует в пропаганде моделизма вообще в мире? В мире сложно сказать, в России. Точно. В России. Но мы проводим выставки стендовых моделей, М-стенд уже несколько лет подряд, с перерывом на ковид. Мы проводим лекции, посвященные интересным самолетам, тому же самому Як-9. КБ Яковлева к нам приезжала и 1,5 часа рассказывал начальник отдела технической информации ОКБ Сергей Кузнецов о истории самолета Як-9, о всех его вариантах. Показывал оригинальные чертежи, показывал уникальные фотографии, которые ранее не публиковались конструкторским бюро. Отвечал на вопросы наших гостей. Среди наших гостей всегда очень много моделистов. И лекции у нас были, допустим, по Мессершмитту 109, по Як-15, по Як-1, по Як-3. То есть вот эти машины, они всегда вызывают повышенный интерес. Лекций много было по бронетанковой технике. Известный историк Юрий Пашалок у нас читал лекции по немецким танкам, по советским танкам, по американским танкам, по Стюарту тому же. Ну и были даже лекции по автомобилям, хотя в модельной сфере, конечно, этот сегмент несколько менее развит. Как деталь очень хорошо проработана, она еще и очень тонкая и хрупкая. Поэтому надо быть предельно аккуратным. Так, и также воспользуюсь я надфилем, небольшой пилочкой, чтобы полностью убрать этот заусенец. И при этом не повредив основную деталь. Так, деталь готова. Теперь нам надо найти деталь А8. Ее мы ищем на рамочке А, потому что она и начинается на букву А. И ищем ее тут. Вот она, рамка А. Тут есть обозначение. Также тут А. И 8-я деталь, вот она, под цифрой 8. Детали идут по порядке возрастания. Также отрезаем и аккуратно обрабатываем. Так, детали готовы, и теперь их надо поставить на свое место в соответствии с инструкцией. Я чаще всего располагаю деталь так же, как на инструкции. И мы вот этот лючок сейчас поставим
вот сюда. Для этого мне нужен клей. Я использую сверхтекучий клей. Немножко наношу на поверхность и соединяем. Какие модели у фирм ICM, Звезда у вас уже проходили, так сказать, обмер, осмотр, да? По звезде могу сказать, это линейка мотоциклов BMW немецких времен Второй мировой войны. Это вот самолет Як-9. В отдаленном прошлом они работали с нами по самолету Як-3 и по советским зенитным пушкам, которые у них, видимо, в маленьком масштабе выходят. Также были обмерены, ключевой работой прошлого года стал обмер наших 4 машин танков Т-62, которые именно наши машины легли в основу, полностью были сосканированы 3D башни танков, что вызвало очень массу вопросов, потому что, опять же, выявились расхождения с чертежами. Были сканированы и обмерены корпуса. Опять же, было очень много вопросов интересных, потому что вроде 2 танка одного года выпуска, надмоторное отделение, там, система навеса, оборудование абсолютно разные. Но вот модель Т-62 вышла, она, в общем-то, сейчас, на мой взгляд, одна из лучших. А какие перспективы у вас сотрудничества с другими фирмами или какие модели вы можете назвать, которые выйдут в ближайшее время других фирм, которые сотрудничали с вашим? Ну, Тами, они как бы не будут афишировать, что модели они мерили у нас. Один из самолетов Второй мировой войны тоже должен у них выйти, но в какой перспективе, ну, японцы люди своеобразные. Да. Продолжение линеек танков Т-62, естественно, будет. Естественно, будут немецкие танки у компании «Звезда» Второй мировой, самоходные установки, артиллерийские системы, авиация. Все это будет. Конкретные названия я не могу разгласить. Да, все это будет. Хорошо. То есть у вас тесное сотрудничество идет? Конечно, да. Со «Звездой» особенно плотное. К сожалению, вот, в нынешней ситуации с ICM понятно, что все висит в воздухе. Да. Но мы, в принципе, не закрыты ни от каких производителей. Мы не выставляем там космические цены. У нас всегда есть несколько вариантов сотрудничества, которые могут устроить практически любого производителя. Итак, продолжаем собирать внутренности нашего самолета. Будем ставить внутренние рамы. Это шаг 13 и 14. А также соберем части кабины. Значит, ставим деталь. Вот эту. Так, и фиксируем клеем. И сиденье. И вторая половина каркаса. Теперь я установлю приборную панель. И вот такая у меня получается кабина. Следующим шагом я устанавливаю двигатель и орудие. И для этого орудия нужно продеть в двигатель. Надо поставить все это на специальную раму. Теперь все фиксирую клеем. Следующим шагом необходимо собрать верхнюю часть крыла. И для этого нам нужны детали Г4, Г3, ну и другие маленькие лючки. Начнем с самого крупного. Устанавливаем и сразу фиксируем клеем. Следующим шагом необходимо соединить половинки фюзеляжа. Для этого мне нужны детали F3 и F6. Но так как я планирую покрасить самолет изнутри, я эти детали пока приклеивать не буду, а просто зафиксирую при помощи скотча. И теперь устанавливаем хвостовое оперение. Раз, даже клеить не нужно. Два. И в принципе мой самолет готов. Готов к окраске. То есть эти детали я клеить не буду, а оставлю пока так. И вот так вот примерно будет выглядеть мой самолет. Сборка мне, кстати, очень понравилась. И качество
стыковки и качество деталей, и настолько скрупулезная проработка всего его внутреннего оснащения самолета. В общем, набор очень детализированный и подойдет, скорее всего, очень опытному моделисту, который уже любит собирать технику и готов потратить свое время на все эти маленькие-маленькие заклепочки. Известно ли вам, как летчики оценивали данный самолет, и сравнивая, например, с другими истребителями того периода? Як-9 считался у летчиков очень интересным и сильным самолетом. Прежде всего, интересна оценка, наверное, противоборствующей стороны немцев. Есть хорошее интервью Герхарда Баркхорна, аса номер 2 Люфтваффе, в котором он признавал, что Як-9 был одним из самых сильных истребителей в мире, с которым ему приходилось воевать. Можно еще вспомнить, что Як-9 был самым интересным самолетом по количеству модификаций. То есть на базе вот этой машины, 17-й, выпущенной в дальнейшем, были разработаны Як-9Б, Як-9Д, ДД, Як-9Т, Як-9К, Як-9В, Як-9ПД, ну и дальнейшие уже послевоенные, конца войны, Як-9У, П и так далее. Понятно. То есть эта машина служила таким базисом для развития истребителей Яковлева, да. Яковлева, Да. Да, это вот основной наш истребитель времен войны, появившись в 1942 году осенью. Первые машины вышли с конвейера Новосибирска где-то в конце сентября, в начале октября 1942 года. Боевой путь эти машины завершили в Корее в 1953-м. Да, то есть это такая получилась очень удачная конструкция, да, которая служила... Машины, если честно говорить, машина имела огромное количество плюсов, но и определенные недостатки, так как разрабатывалась в годы войны. То есть не было задачи, например, обеспечить ее длительный срок службы. Поэтому в среднем деревянные Як-9 жили максимум 1,5-2 года. Дальше их списывали. Уже после войны, когда появились цельнометаллические машины, да, они прожили несколько дольше, но уже шли реактивные машины. Понятно, их смещала другая авиация, другая эпоха, да. Но они активно поставлялись за рубеж Як-9. Можно вспомнить, что и Нормандия Неман имела пару Як-9, и после войны войско польское получило, и венгры получили, Болгария получила эти самолеты, Корея, Китай получили Як-9. То есть и практически везде в этих странах можно увидеть Як-9, но уже, конечно, после военного выпуска. А начала я окрасочные работы с грунтовки остова самолета, то есть первой подсборки. И тут я грунтую из аэрографа. А далее мне понадобится провести некоторые ручные работы. И я захотела сделать проработанную кабину, а это значит, что мне надо подготовить кокпит к нанесению объемных декалей от Quinta Studio. Я вручную окрашиваю поверхности интерьера самолета. А также я поработаю над двигателем, и я планирую его закапотировать, то есть закрыть его капотами. Так что сложную прорисовку я делать не буду, а лишь опрессую основные моменты силовой установки. Сохранившихся Як-9 в мире достаточно много, но в основном это все машины модификации Як-9У, Як-9П. Это вот подмосковная Монина машина, там послевоенного, собственно говоря, выпуска. Это США, где две машины имеются сейчас, Як-9 поздних моделей. Это музеи Восточной Европы, Польша, Венгрия, Болгария, это Северная Корея, это Китай. То есть, да, везде эти машины есть, но более поздних моделей. То есть реально вот таких ранних Як-9 уже нет. Особенно воевавших. Сейчас, конечно, есть попытки, поднимается достаточно много деталей, узлов от сбитых машин из болот, из рек, из озер. И из них пытаются сделать макеты, но, конечно, уже получается немножко с вольными отступлениями от того, что было на самом деле. И настало время, собственно, нанести элементы интерьера кабины. И здесь я использую объемные декали от Quinta Studio. И наносить их довольно просто. Я отрезаю нужную мне декаль ножницами и помещаю ее в воду, а через несколько секунд достаю и отделяю декаль от листочка и прикрепляю ее на нужное место при помощи клея ПВА. И, кстати, в наборе декалей есть подробная инструкция, куда прикреплять нужно каждую декаль. И мне нужно при помощи бормашинки сточить циферблаты панели приборов перед нанесением объемной декали. Я использую инструменты от фирмы Works. Еще вопрос, как происходило обслуживание данного самолета в условиях полевого аэродрома и в условиях военных действий?
Обслуживание наших самолетов в годы войны, всех, независимо, Як это, Лак, там, Лавочкин, Петляков, Ильюшин, полевой аэродром, максимум небольшой капонир, чаще всего открытая стоянка, маск-сети, ветки, все под открытым небом. Исключение составляли полевые авиаремонтные мастерские. Обслуживание шло круглосуточно, техники в среднем, ну, по многим данным. В нашем музее достаточно много бывало ветеранов, летчиков, которые летали, техников, которые обслуживали эти машины. Во время серьезных наступательных операций техник в среднем мог поспать 2-3 часа, потому что он возвращал в строй поврежденные самолеты. Были отдельные бригады, которые выезжали и собирали во многих частях подбитые машины по полям, привозили их в полевые авиаремонтные мастерские, в дивизионные авиаремонтные мастерские, и где проводилось уже восстановление машин. Як имел как плюсы продуманная система капотировки, удобный доступ к большинству агрегатов, так и минус. Неразъемное крыло при повреждении одной плоскости приходилось менять все целиком, что достаточно усложняло обслуживание. Да, отдельно можно дополнить то, что, например, в Як-9 их выпускали 2 завода – Омск и Новосибирск. Первым, конечно, был Новосибирск. Детали от одного завода могли не подходить к самолетам другого завода. То есть это тоже наследовало. Да, у каждого свои доработки. Вот. И, в принципе, обслуживание не останавливалось никогда. Яки были самыми массовыми. Можно вспомнить статистику, что каждый 3-й истребитель ВВС Красной Армии в годы войны это был истребитель Яковлева. И большинство из них были именно Як-9. Да, то есть техники были обучены? Да. Обучены, тем более, что в мастерских обычно служили люди не самые молодые, не мальчишки, а мужики, умевшие работать руками, девочки-оружейницы, девочки, работавшие с радиооборудованием, и не только девочки, конечно же. Вот. И все это не останавливалось ни на минуту. Я-то собрала оставшуюся часть фюзеляжа и теперь подготавливаю кабину к покраске. И чтобы не мучиться со скотчем, я купила готовые маски от фирмы SX Art. Стоят они копейки и заметно ускоряют и упрощают работу над моделью. Я очень долго строила эту модель, и даже, если честно, не знаю почему. И меня не сильно вдохновляют модели самолетов, по крайней мере, периода Второй мировой войны. В них нет чего-то цепляющего, что ли, в отличие от современных. Например, работа над самолетом Су-25 или же вертолетом прошла у меня довольно быстро и успешно. А вот с самолетом Штука получилась примерно такая же история, как и с Яком. Но мне в любом случае очень интересно попробовать себя в новых ипостасях моделизма, чего я и вам тоже советую. Но самое главное, что в конце концов я эту модель закончила, пусть и не с таким качеством, которым я планировала изначально. Но самое главное, что я ее сделала. Я не очень люблю, когда у меня на полке валяется довольно много недостроев. А красками от Мачете серо-голубым цветом я окрашу нижнюю поверхность фюзеляжа. Интересная тема про девушек-пилотов. Сколько их было сколько в процентном, наверное, соотношении относительно мужчин? Девушек-пилотов на истребителях было очень немного. По факту изначально создавался один полк, но в дальнейшем они разошлись по частям. Вот можно вспомнить Лидию Литвяк на Як-1Б, можно вспомнить некоторых других девочек, которые летали на истребителях. Но массовой эта система не стала, потому что, к сожалению, много проблем с этим возникло, и проживание в фронтовых условиях, в землянках. Причем обычно там землянка отдельно у техников, отдельно у летчиков, и все спали в повалку. Например, есть хорошие воспоминания летчика-штурмовика Георгия Тимофеевича Берегового, будущего космонавта. Говорит, мы делали нары, на которые ложились летчики вплотную друг к другу, и командир подразделения на вылет отбирал спящих по сапогам, просто пиная и поднимая их со сна. Да, в таких условиях, да. Вот. Было сложнее. Было сложнее, практически не было девушек-штурмовиков, илы были достаточно тяжелые управления. Был широко известный полк 46-й ночной бомбардировочный «Ночные ведьмы». Да. У нас огромное количество в музее материалов по ним есть, и личные вещи, и многие другие артефакты той эпохи. Вот мы... Спасибо. А после того, как краска нижней поверхности самолета высохла, я наношу маски из скотча. И, собственно, основная проблема работы с моделями самолетов – это большое количество масок. И наносить маски из скотча, особенно на сложные поверхности, это не самое мое любимое занятие. Окрашиваю верхние поверхности фюзеляжа серой краской от фирмы Gemscale. И у этого производителя есть специальный набор красок для работы с советскими истребителями времен Второй мировой войны. Там есть готовые цвета, которые я и применила для покраски камуфляжа. Мне они, в принципе, подошли. И мне кажется, это очень точное попадание в цвет.
И я снова наношу маски, и на этот раз для работы с темным цветом камуфляжа. Благо, камуфляж советских истребителей состоял из ломаных линий, что несколько упрощает работу. Самый такой интересный вопрос. Главное отличие Яков от тех же МиГов и Лавочкина. Як имел свою концепцию. Это практически развитие спортивных машин. Если мы вспомним, до войны Александр Сергеевич Яковлев занимался спортивной авиацией. И первый его истребитель Як-1 во многом это было развитие спортивных его предыдущих самолетов. В дальнейшем появился Як-7 на базе учебной машины Як-1В. И на его базе уже был сделан Як-9. То есть машина была легкой в пилотировании, достаточно прощавшей многие ошибки, маневренной, достаточно скоростной. Но при этом она была легкой и скажем так, не допускала серьезного превышения перегрузок, потому что конструкции все было подчинено облегчению. Но это все наши конструкторы через это прошли, потому что двигатель у нас под водяное охлаждение до 1944 года был один, М105. Ничего другого у нас не было. То есть подстраивались под текущий под двигатель, да. Но при этом, опять же, увеличить сильно огневую мощь удалось, поставив 37-миллиметровую пушку, а в некоторых вариантах и 45-миллиметровую пушку в развал блока цилиндров. Удалось, Як-9, кстати, стал первым самолетом, на который не вешались снаружи реактивные снаряды и снаружи не было бомбодержателей, для того, чтобы максимально поднять летные данные. Облегчить. Да, опять же, был вариант Як-9 ДД, дальнедистанционный, который из нашей страны мог улететь в Италию, и базировалась целая эскадрилья наших Як-9, которые на американском, причем, аэродроме, которые сопровождали и прикрывали самолеты, снабжавшие продовольствием, боеприпасами партизан в Югославии Иосипа Брос Тита. Даже так, да. Да, там практически весь самолет превращался в топливный бак. Да, я догадываюсь, да. И, наконец-то, окрасочные работы завершены, и теперь можно снять все маски с самолета. И я приступаю к нанесению декалей, и красный кок винта будет отлично перекликаться с красными звездами и надписью «За Родину». Вы уже мне рассказали про историю этого конкретного самолета, а можно такой вопрос, как вы ухаживаете за этим самолетом в условиях музея? Как ухаживаем? Но это достаточно длительный процесс. Конечно же, такие машины стараемся по минимуму трогать, но всегда есть какие-то моменты, которые нужно решить. Где-то там произошел скол краски, где-то лопнул кусочек фанеры, обшивки. И здесь в каждом конкретном случае собирается совещание реставраторов, деревянщиков, специалистов-механиков, которые принимают какое-то решение, утверждают технологию, и по этой технологии проводится ремонт самолета. Естественно, ежедневно самолеты протираются, ежемесячно немножко продуваются, и раз в год мы снимаем с них все капоты, ну, естественно, в тот день, когда нет посетителей, и наводим порядок внутри. И да, меня не отпускают танковые привычки, и мне хочется сделать самолет более выразительным при помощи метода масляных точек. Они отлично сымитируют следы влаги, которая образуется во время полета, которая стекает и высушивается на плоскостях крыла. И осталось лишь сделать антенну, и для этого я использую эластичную нить из магазина для шитья. Я покрою ее в черный цвет, и это вышло вполне масштабно. И вот такой самолет у меня получился, и, конечно, я его очень долго строила, потому что он долго лежал и ждал своей очереди. Это всему виной, мне кажется, моя мотивация, но все-таки главное свой долгострой закончить, и я желаю вам тоже закончить свои модели, которые вы очень долго строите. До новых встреч, пока-пока!